Однажды на одном милом балкончике города Кишинева произошло неожиданное событие. Жил-да был в горшочке обычный цветок алоэ. Как-то знакомая подарила молодой отросток, и прижился цветок, рос тихонько, как и должно быть, наливался силой в молодых листьях. Наступила очередная, может, 5-я или 7-я весна в его жизни, и вдруг хозяева заметили, что в розетке алоэ появилась стрелка, маленькая, зеленая и непонятная. Это произошло 19 апреля. И с тех пор день за днем с большим интересом хозяева наблюдали за таинственным бутоном. Интересно, что это будет? Цветок? Никто из них не видел цветущего алоэ. А какого он будет цвета? А какого размера? Радостное ожидание нового гостя в домашнем цветнике нарастало вместе с наступившим месяцем маем. А сейчас прервем историю, чтобы узнать несколько интересных фактов об алоэ. В переводе с латинского алоэ значит «горький». Его родина – самые засушливые районы Африки. Главная задача растения в таких условиях – сберечь влагу. Поэтому алоэ имеет мясистые листья, которые на 95% состоят из воды. Она расходуется цветком очень бережно. В экстремальный период в листьях закрываются поры. В природе насчитывают около 400 видов и гибридных форм алоэ. Некоторые растения вырастают до 18 метров в высоту и выглядят как пальма с мясистой розеткой листьев на макушке ствола. В кожуре алоэ есть токсичные вещества, поэтому домашних питомцев нужно ограждать от контакта с алоэ. Человек использует лечебные свойства алоэ уже 4000 лет с Древнего Египта и античной Греции. С X века алоэ встречается в медицинских трудах Европы. Это настоящий эликсир жизни, здоровья и красоты. Для производства медицинских и косметических препаратов существуют целые плантации алоэ. Однако целебными свойствами обладают только 2 вида – алоэ вера и алоэ древовидное. Выживая в жестких природных условиях, растение сумело создать уникальный состав компонентов, которые теперь использует человек. Это 200 активных веществ в мякоти алоэ. Именно мякоть используется в производстве гелей, кремов, шампуней и других препаратов. Наши предки применяли просто живой лист алоэ, срезая его у основания растения и прикладывая на место ушиба, ссадины, воспаления. Целебными свойствами обладает алоэ старше 3 лет. Однако действие алоэ настолько сильное и активное, что имеются противопоказания, поэтому стоит быть осторожным. А сейчас мы вернемся на солнечный балкон, где цветущая кисть алоэ начала преображаться в соцветие бутонов. Они усиленно тянулись к весеннему солнышку и все ярче украшали себя нежным оранжевым оттенком. Набирать цвет бутоны начали с нижнего яруса, а верхушка еще зеленела. И вот они, первые бутоны, раскрылись, очень скромно, но достойно радуя хозяев. У каждого цветочка лепестки срослись в трубочку, а внутри заметны тычинки. Постепенно становятся яркими цветки верхнего яруса, а нижние начинают подсыхать. Сейчас мы посмотрим, как выглядит цветок поближе.
Стрелка соцветия вытянулась уже на полметра вверх. Цветок постепенно увядает. Период развития бутонов и цветения алоэ составил около 6 недель. 1,5 месяца радости. Спасибо тебе, алоэ, за этот неожиданный подарок. Давайте посмотрим, как алоэ цветет в естественных условиях. Потрясающе сильное и красивое растение.